Итак, сегодня мы будем готовить заготовки, как я уже показал, 3 видов. Мы будем готовить перечный, зеленый перечный, перечно-чесночную заготовку, которая отлично подходит для шакшуки. Также мы будем готовить харису из сухих красных перцев. Сухие перцы я заранее замочил в воде примерно на 15-20 минут. А потом мы будем все это перемалывать в мясорубке. Помимо этого я буду готовить отдельно просто чеснок. Чеснок у нас сегодня, как я уже показал вам, у нас сегодня зеленый чеснок. Такой чеснок можно купить в Израиле только с конца марта до конца апреля. Это примерно выходит на Пасху или на Песах у нас. И только в это время можно купить вот этот вот зеленый свежий чеснок. Аромат и вкус, который нельзя повторить. Любой другой чеснок не повторит этого вкуса. Поэтому такой чеснок я заранее нарезаю, рублю, смешиваю его с солью и с маслом и делаю себе вот такие заготовки, которые потом можно использовать, в зависимости от того, сколько вы приготовили. В принципе, можно использовать целый год. Вот. Но у меня негде столько хранить, поэтому я делаю в маленьких порциях, но сохраняю. Также я делаю вот такие вот заготовки. Это заготовка чеснока и зеленого перца. Чеснок и зеленый перец отлично подходят в шакшуку и в любое другое блюдо. Кстати, я добавляю его и в салат. Чуть-чуть для вкуса. Ну а красавица нашего сегодняшнего дня – это хариса. Хариса. Не аджика, хариса. А вот в чем она отличается от аджики, смотрите до конца. Я все это расскажу. Hate me if you want. I don't care. I don't care anymore. I won't change. Славится каждый, говорит о том, что его хариса самая лучшая. И с этим не спорить нельзя. Вот, поэтому я тоже спорить не буду. Но я тоже скажу, что моя будет самая вкусная. Знаете почему? Потому что она моя. Потому что я своими руками ее делаю. А готовлю я как? Готовлю я с любовью. Здесь есть стебелек. Вот этот вот стебелек. Вот этот стебель, его нужно обязательно вытащить. Вот, показываю его еще раз. Вот. Вот этот вот стебелек, его нужно обязательно вытащить, потому что он будет твердым. Можно вот так вот со сторон чесночок снять. А вот эту вот сердцевину, ее нужно обязательно вытащить, потому что она не перемолится, она останется жесткой, она будет чувствоваться и будет неприятно. Вот, мы ее вытащили с этой стороны, теперь такой же вытаскиваем с этой стороны. Обратите внимание, вот он. Все, здесь у меня уже его больше нету. Так, теперь, что еще нам нужно обрезать? Нам нужно обрезать попочки. Обратите внимание, вот эти вот корешки, их мы тоже обрезаем. Итак, сегодня мы будем делать именно эти заготовки. Те самые заготовки, в которых есть домашний характер. Чеснок, зелень, острый перец, острый красный перец, аромат, огонь. Тот самый огонь, который будет раскрывать наши рецепторы вкуса и прибавлять нам аппетита. Это не просто консервация, это способ сохранить вкус сезона в банке, чтобы потом открыть и насладиться этим вкусом, открывая его тогда, когда хочется чего-то настоящего, яркого, чтобы напомнить себе о наступлении весны. У каждой острой закуски, заготовки есть своя история, и начинается она не просто с чеснока или перца, а целой культуры вкуса. У каждой острой заготовки есть своя история.
И начинается она не просто с перца и чеснока, а с целой культуры вкуса. Так, например, аджика пришла к нам с Кавказа. Особенно она связана с Абхазией и Грузией, но очень быстро распространилась по всему Кавказу и за Кавказью тоже. А вот хариса, например, хариса пришла из Туниса. Со временем она стала одной из самых узнаваемых острых закусок по всему северу Африки. Если говорить об аджике, то это не просто что-то острое. Само название связывается с абхазским словом «соль». А классическая аджика – это не паста на основе перца, чеснока и соли. Это характер кавказских специй. Тогда как хариса развивается совсем в другой гастрономической традиции. Она возникла в Тунисе, а затем стала важной частью кухни всего севера Африки, всего североафриканского региона. Обычно перец обливают оливковым маслом, чеснок, кориандр и другие специи, а потом все это толочит. Само слово хариса происходит от слова толочь или растирать. Интересно, что обе эти заготовки родились из простого человеческой логики. Взять острый перец, соль, чеснок, специи, немножко приправить соль, растолочь, размешать. И вот, пожалуйста, это концентрированный вкус, который можно хранить и использовать понемногу. Именно поэтому такие пасты, приправы веками жили в домашних кухнях, передавались в семьях из поколения в поколение и становились частью местной идентичности. Но аджика и харица – это не одно и то же. Аджика обычно более травяная, пряная, по характеру с кавказским профилем вкуса, с кавказскими травами, с кавказским профилем вкуса, где важны чеснок и соль и специи. Харица чаще всего звучит мягче по текстуре. Она масляная, и у нее ярко выражен североафриканский характер, благодаря оливковому маслу и смеси пряностей. Еще проще можно сказать так: аджика – это Кавказ, хариса – это Северная Африка. Аджика чаще воспринимается как пряная перечная паста или сухая приправа для мяса, к овощам, горячим блюдам. А хариса как паста маринадов для таджинов, для кускуса, для бутербродов и самых разных соусов.